С вами канал Фронтовая кинолетопись, и сегодняшний выпуск посвящен ровно Луцкой операции, которая проводилась войсками Первого Украинского фронта в ходе советского наступления на правобережной Украине. К середине января 1944 года войска генерала армии Ватутина вышли на подступы к Ровно и Шепетовке. Здесь им противостояла 4-я немецкая танковая армия. Сил для организации сплошной обороны у немцев не было, поэтому они создавали опорные пункты лишь на основных дорогах. По данным разведки, слабым местом в обороне противника был заболоченный лесной массив западнее города Сарны. Именно из этого района Ватутин планировал нанести главный удар в направлении Ровно и Луцка. Это предложение ставкой в Москве было поддержано, и 27 января советские войска перешли в наступление. Стрелковые дивизии 13-й и 60-й армии атаковали противника, наступая на Ровно с востока, а 1-й и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса скрытно выдвинулись из удаленных от линии фронта исходных районов и уже в первый день прорвали немецкую оборону более чем на 40 километров в глубину. В то же время успешно действовали части 76-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Глухова, которые имели продвижение до 7 километров. 28 января наши части достигли рубежа реки Стырь в районе Рафаловки-Чарторийска и передовыми отрядами форсировали реку в этих районах. В ночь на 29 января Ватутин дал указание командующему 13-й армии повернуть кавалерийские корпуса на юго-восток и выйти в тыл немцев, оборонявших Ровно и Луцк. В свою очередь командование 4-й танковой армии вермахта бросило на удержание Ровно все свои резервы, включая зондеркоманды и полицейские подразделения. К Луцку в срочном порядке отправился 118-й дивизион штурмовых орудий. Спешка и неразбериха привели к тому, что два полка вермахта, направленные на перехват 6-го гвардейского кавалерийского корпуса, двигаясь походным маршем без надлежащей разведки и боевого охранения, сами угодили в засаду. Полки были практически полностью разбиты. 1 февраля пехотинцы 6-й гвардейской и 112-й стрелковой дивизий вышли на северо-восточную и юго-восточную окраины Ровно, начав штурм города. Одновременно с северо-западного направления его атаковала 8-я гвардейская кавалерийская дивизия. Особенно в этих боях отличились бойцы 4-го добровольческого Тувинского эскадрона гвардии капитана Тюлюша Кечилоола. Неожиданный и стремительный натиск кавалеристов деморализовал немецкие части. В 16:30 после непродолжительной артподготовки начался общий штурм Ровно, который закончился полным разгромом немецкого гарнизона. 2 февраля советские войска освободили Ровно, и в этот же день части 1-го гвардейского кавкорпуса решительной атакой взяли Луцк. Скрытый маневр кавалерийских корпусов по тылам противника оказался эффективным способом борьбы в условиях Полесья и позволил достичь крупного оперативного успеха. Также большой вклад в успех внесли действия полесских партизан, которые с подходом советских войск усиливали удары по вражеским коммуникациям и гарнизонам. В то же время в боях за Шепетовку советское наступление развивалось не так успешно. Только 11 февраля 60-я армия овладела Шепетовкой. К исходу этого дня войска правого крыла Первого Украинского фронта в основном выполнили поставленные задачи. За 16 дней наступления советские войска продвинулись по лесисто-болотистой местности на 120 километров, заняли выгодное положение для удара во фланг и тыл группы армий Юг. Безвозвратные потери вермахта составили около 20 тысяч человек. Кроме того, взяты 2000 пленных. Были подбиты и захвачены 87 танков и штурмовых орудий. Потери Красной армии составили до 14 тысяч солдат и офицеров и около 300 партизан и подпольщиков. Красной армии была освобождена почти вся Волынь и заложены основы для скорых, новых успешных наступательных операций Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской.